Попытка воссоздать некий русский мир, присоединяя насильственно чужие территории, она конфликтует с тем фактом, что на территории России живут десятки других этносов, помимо русских. Так называемая денацификация Украины кажется абсурдом по сравнению с тем, что происходит на самой территории России, как относятся к татарам, к башкирам, к якутам. Я знаю, что многие люди вокруг испытывают чувство вины, в том числе коллективное, за нашу страну, которая начала войну. Об этом любят много писать в соцсетях, говорить в интервью, говорить, что мы могли сделать больше. И я не могу сменить режим. В этом же смысл диктатуры. Я не верю в то, что массовые мирные протесты в России могут что-то изменить. Избить жену будет стоить дешевле, чем выйти на акцию протеста. Потому что избить жену стоит 5000, а выйти на акцию протеста стоит в лучшем случае 10-20 тысяч, а в худшем несколько лет в тюрьме. Меня зовут Саша Граф, мне 26 лет, я гражданка Российской Федерации. Последние 5 лет я работаю в сфере НКО, в правозащитных организациях. Я ищу деньги для того, чтобы юристки и адвокаты продолжали защищать пострадавших от домашнего насилия, потому что наше государство это не делает. Это значит, что мы единственные, кто может их защитить бесплатно. И один из наших кейсов — это дело Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. И с этим делом с 2017 года наши адвокаты проходили все инстанции, в том числе дошли до ЕСПЧ. Там было коллективное дело, не только Грачева, еще 3 женщины. И Европейский суд по правам человека вынес пилотное решение. Это значит, что он вынес постановление о том, что Российская Федерация систематически нарушает права женщин, и государство должно принять специализированный закон по их защите. Но после 24 февраля Россия очень быстро вышла из комитета при СПЧ, и это значит, что никаких шансов на принятие закона у нас не осталось. И в нашей стране избить жену будет стоить дешевле, чем выйти на акцию протеста. Потому что избить жену стоит 5000, а выйти на акцию протеста стоит в лучшем случае 10-20 тысяч, а в худшем несколько лет в тюрьме. Еще я работаю в фонде, который занимается помощью женщинам и детям в заключении. Мало кто знает, что у нас в России женщины сидят вместе со своими детьми, они находятся в колонии до 3 лет, и об этом практически никто не говорит. И все это наследие ГУЛАГа, конечно же, с которым никто ничего не делает. Я осталась жить в России, я живу здесь всю свою жизнь, в Москве. Снимаю квартиру, как и большинство людей, кто живет в Москве. Мне не очень нравится термин «национальность», но если говорить о моих родителях, то моя мать русская, мой отец украинец. И почему мне не нравится термин «национальность»? Мне кажется, что это тоже какое-то наследие XIX века. Национальность закладывает в людей с рождения определенные паттерны, навязывает им их поведение.
их действия в определенной ситуации и ограничивает нас в наших свободах, в реализации. Я никогда не ощущала себя русской до последнего времени. То есть я не понимала, что значит быть русской, все, чему учили меня в школе или что я видела в детстве и в подростковом возрасте, что подавалось как русскость, вызывало у меня какое-то отторжение. Но затем, допустим, когда я поступила в институт, когда я начала читать очень много художественной литературы, начала изучать историю Российской империи, затем СССР, я поняла, что мне объясняли только одну сторону русскости, назовем это так. Да, какие-то великие войны, великие цари, императоры, огромные земли, которые мы присоединяем, что, естественно, вызывало у меня отторжение. Но затем я узнала, что в нашей истории всегда была обратная сторона этих процессов. Были люди, которые хотели изменений, которые верили в права человека, в свободу, вели разную просветительскую деятельность, верили в социализм, организовывали кружки. И, конечно же, люди, которые принимали участие в революции в начале XX века, и те люди, которые в 80-е в Советском Союзе почувствовали какой-то ветер свободы, что в итоге вылилось в 90-е годы. Наверное, для меня сейчас это значит русскость, хотя я всю свою жизнь стараюсь от этой русскости избавиться. И мне кажется, что люди, которые пытаются продвинуть страну вперед, добиться свободы, они есть по всему миру, и именно это объединяет их. Не национальность, а стремление к решению общемировых проблем. Я знаю, что многие люди вокруг испытывают чувство вины, в том числе коллективное, за нашу страну, которая начала войну. Об этом любят много писать в соцсетях, говорить в интервью, говорить, что мы могли сделать больше, что это наша вина. Но всю свою сознательную жизнь я провела в борьбе с насилием со стороны государства. Я провела эту жизнь, помогая другим людям, выходя на протесты. И я не могла сделать больше. Я не представляю, как я могла бы сделать больше. Все мои ресурсы, все мое время, все мои силы я всегда отдавала правозащитной деятельности. И я не могу сменить режим. В этом же смысл диктатуры. Я не верю в то, что массовые мирные протесты в России могут что-то изменить. Мы все видели, что произошло в Беларуси. Там вышло очень много людей. И все это закончилось стрельбой, насилием, тюрьмами. И я уверена, что в России будет то же самое. Я знаю, что за мою точку зрения меня могут многие осудить, но я привыкла говорить правду, привыкла честно излагать свои чувства, мысли, и я ничего не могу сделать с тем, чтобы испытывать чувство вины. В истории России было столько войн захватнических, и при этом всегда были люди, которые старались сделать все возможное для того, чтобы этой войны не было, чтобы не было бессмысленных смертей. И эти знания, мои знания о том, что такие люди были всегда в нашей стране, они позволяют мне чувствовать преемственность и знать, что я отношусь именно к этим людям. Не к тем, кто безразлично существовал все это время. Мне кажется, что именно безразличие людей и привело к этой войне.
я никогда не была безразличной. И именно поэтому я продолжаю здесь оставаться, называть войну войной и говорить о том насилии, которое государство совершает не только на территории других стран, но и на территории нашей страны. То, что сейчас происходит в Украине, это, естественно, война. Война всегда выглядит одинаково. Это смерти мирных людей, это разруха, разрушенные города, это боль, страдания. И я считаю, что все это невозможно оправдать никакой идеей, неважно, с чем эта идея связана, с имперскими амбициями, с желанием защитить кого-то. Невозможно никого защитить, убивая людей, разрушая города. Словом, спецоперация можно позволить людям думать о том, что они не виновны в происходящем, что солдаты якобы выполняют какие-то точечные задания, и смотреть на это по телевизору, потому что слово «война» означает, что каждый человек в стране несет ответственность за то, что происходит. Я узнала о том, что Россия бомбит Украину рано утром, 24 февраля, из независимых СМИ. Эта новость была везде. И когда я ее прочитала, я ничего не почувствовала. То есть у меня не могло быть никаких мыслей, потому что я не верила в то, что я только что прочла. Но когда я отошла от этого шока, я подумала о том, что по-другому быть и не могло в принципе. Я прожила сознательную часть жизни в России, и я видела, что происходит. И когда я прочла новости о войне, у меня сложился в голове вот этот пазл из всего происходящего. Я ехала с работы в автобусе, смотрела последний эфир «Дождя», который освещал эту войну. И прямо в автобусе у меня полились слезы. Я заплакала. И я смотрела на людей, которые едут со мной, и видела, что их привычная жизнь идет дальше. Они видят, что я плачу, но продолжают ехать в автобусе и смотреть в окно. Я вышла на своей остановке, и, наверное, это было самым обидным, что я осознавала, какая трагедия происходит, а люди шли по своим делам, и для них ничего не произошло. У меня первой неделе была паника, я не знала, что делать, я не знала, уезжать из страны или нет, уезжать куда, или воспользоваться внутренней миграцией, уехать куда-нибудь в Сибирь, подальше от людей, либо остаться в России. И после первых недель паники я поняла, что я здесь останусь. И главное, что для меня изменилось, это внутреннее чувство, что я готова к тюрьме. Я готова к физическому насилию со стороны полицейских, готова получить срок. В принципе, и раньше у меня были какие-то опасения из-за моей работы. Все-таки это правозащитная сфера, которую давит государство. И в какой-то момент оно дойдет и до меня, когда закончатся другие люди. Но после войны, после начала войны, стало понятно, что внутренние чистки приобретут массовый характер. И, может быть, это какое-то внутреннее смирение, хотя это странно звучит, как стокгольмский синдром. Но когда ты знаешь, на что способна полиция, ты
принимаешь их насилие в любой форме, как нечто должное. Ты знаешь, что это система, и ты знаешь, что ты ничего не сможешь с этим сделать. Ты можешь только быть в их власти и стараться сохранить собственное достоинство. В этот момент важнее не то, что ты скажешь полицейскому или сделаешь, важнее оставаться самой собой и сделать так, чтобы тебе не было стыдно за свое поведение во власти силовиков. Сейчас почти половина, чуть больше, дел, которые заведены, они против женщин, и такого еще не случалось, с момента правления Путина. И мне приходится отдавать намного больше сил, чтобы их поддерживать, потому что о женщинах, как правило, обычно забывают или там первое время о них говорят, как-то помогают, но потом все это сходит на нет. И сейчас я переписываюсь со многими, стараюсь собирать передачки, как-то координирую работу по их поддержке. 22 февраля я вернулась из города Кизел. Это город в Пермском крае, один из самых малонаселенных в России. Там сейчас живет меньше людей, чем Там сейчас живет меньше людей, чем в свое время содержалось в Кизеллаге. Это был, пермский большой ГУЛАГ. Вот. И я ездила туда брать интервью у женщин, которые освободились из колонии поселения там. Там, в принципе, работать негде, кроме этой колонии поселения. То есть там молодые парни идут во ФСИН, а женщины, они работают на производстве в этом колонии поселения. Там как бы производство разделено на две части металлической решеткой. С одной стороны заключенные, с другой стороны вольные женщины. И когда я вернулась из Кизела, там сразу в первую неделю войны Кизел переименовали в Кизел с буквой Z. И этот город, он полностью разрушен. Я бы даже не сказала, что он там полуразрушен, полузаброшен. Там больше заброшенных домов, чем жилых домов. И вообще не очень понятно, какой дом жилой, а какой брошенный. Там есть люди, которые доживают свой век, они зарабатывают 1010-12. Вот я общалась с учительницей из школы, она говорила, что она получает 12 500, но она продолжает работать, потому что ей на замену просто никого нет, то есть некому будет учить детей. И мне кажется, что вот это состояние бедности лишает человека какой-то мысли о свободе, мысли о том, что жизнь может быть другая, потому что эти люди родились в разрушенном городе, у них есть здание администрации города, но оно вечно закрыто, и никто не знает вообще, кто эти люди. То есть они находятся в полном состоянии беспомощности, но этим людям, по сути, нечем гордиться. Они видят, что их окружает. Им очень жаль себя и жалко за свою жизнь. Я спрашивала у людей на улице, есть ли у них любимое место в городе, и они смеялись и говорили, какое любимое место может быть в этом Пиздице. Но при этом именно эти люди, бедные люди, они в основном и поддерживают войну, потому что когда нечем гордиться в собственной жизни, нет смысла, ты не можешь найти смысла в своей собственной жизни, ты начинаешь испытывать гордость за вот эту мифологическую страну, сильную, которая может захватить новые территории, всех освободить,
сделать так, чтобы нас уважали. То есть вот эта странная мысль о том, что мы должны доказать всему миру, что мы сильные, чтобы нас уважали, она полностью отрывает их от реальности, в которой они живут. И они как раз обсуждают, что как бы зачем нам этот Макдональдс, все это ненужная какая-то нездоровая еда, вот дети будут есть там наконец-то нормальную еду, или там уход Икеи, они вообще никогда в жизни там не закупались этой Икеи, и им абсолютно все равно. Еще возможность выехать в другие страны, в европейские страны, она тоже большинству людей в России вообще ни о чем не говорит. То есть они живут в своих городах, в регионах и никогда не выезжали. Они не были даже в другой части России, не говоря о других странах. И поэтому закрытие границ по ним тоже никак не ударит. Я думаю, что они считают, что, как говорится, там не нужна нам эта Европа, никогда мы туда не хотели, и сейчас тем более никуда не поедем. Попытка воссоздать некий русский мир, присоединяя насильственно чужие территории, она конфликтует с тем фактом, что на территории России живут десятки других этносов, помимо русских. И так называемая денацификация Украины кажется абсурдом по сравнению с тем, что происходит на самой территории России, как относятся к татарам, к башкирам, к якутам. Это же действительно огромная проблема. Это расизм в нашей стране. Но я думаю, что любому государству выгодно, чтобы люди, проживающие на его территории, конфликтовали сами с собой, а не пытались бороться с самим государством. Тем, кто остается в России, я бы хотела пожелать держаться за людей, которые идейно вам близки. Никто не отменял посиделки на кухне с обсуждением политики. Это очень старая традиция для нашей страны, и она действительно дает моральную поддержку. Но еще я, конечно, бы посоветовала морально готовиться к тюрьме и решить для себя внутренний вопрос, что вы будете делать, когда за вами придут. Действительно продумать этот момент, и это очень важно. Не знаю, держать сумку в доме на случай отправки в СИЗО. Почитать о том, как сидится в тюрьме, чтобы быть готовым к сложностям в СИЗО, а затем в колониях. Почитать о том, как работают суды. Быть уверенными, что на свободе останутся люди, которые смогут вас поддержать. Я сегодня проснулась от того, что услышала какие-то странные звуки, открыла глаза, а у меня напротив кровати балкон. И я смотрю, просто поднимается красное знамя. Я живу на 1 этаже. Я не понимаю вообще, что происходит. Не понимаю, проснулась я или это все еще какой-то бредовый сон. В общем, я вышла на балкон и увидела, что сотрудник ЖЭКа пытается вставить флаги во флагшток. То есть он уже повесил флаг СССР и собирается вешать российский флаг. Я выхожу, говорю, что ты тут делаешь? Вот. Он говорит, мне сказали повесить флаги. Я говорю, давай забирай обратно эти флаги, иначе я сама их сниму и оставлю у себя. В общем, он как-то посмотрел на меня вообще каким-то непонятным взглядом, потому что, скорее всего, он не ожидал, что я буду говорить, убери эти знамена. Я их сняла, передала ему, и он ушел. И сама по себе Вторая мировая всегда была для меня трагедией. И я понимаю, насколько российский народ, и не только российский, пострадал от этой войны, и сколько смертей, боли, ужаса пришлось пережить. И тем более в контексте нынешней войны против Украины, которая точно так же, как и Россия, воевала в составе Советского Союза с нацистами. Я не считаю, что
9 мая может праздноваться с таким масштабом. Я считаю, что это лицемерие, и я не хочу, чтобы на моем доме висели эти флаги, красные флаги с серпом и молотом. Для чего, спрашивается?